Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге разберемся с ультрабюджетным сегментом смартфонов, ценник которых не превышает 10 тысяч рублей. В 2025 году за эти деньги все еще можно купить какую-нибудь звонилку себе в качестве рабочего телефона, ребенку, чтобы не жалко было разбить, престарелым родителям или для ежедневного пользования, чтобы просто посмотреть фильмы, листать соцсети, закупаться на маркетплейсах и решать какие-то такие мелкие задачи. В этой подборке 8 лучших смартфонов до 10 тысяч рублей. Узнаем, какие экраны в них стоят, какие процессоры, батареи, камеры, память и все остальное. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 8-е место поставил Xiaomi Redmi A3. Этот смартфон для тех, кому не нужны топовые фишки и мощное железо, а просто хочется нормальный аппарат для звонков, мессенджеров и браузера. По сути, как и любой другой смартфон из этого рейтинга. Экран тут диагональю 6,7 дюйма с IPS-матрицей и HD+ разрешением. Картинка не самая резкая из-за пониженной плотности пикселей, но зато частота обновления в 90 Гц делает скроллинг плавным, насколько это позволяет процессор. В целом это уже плюс для бюджетного сегмента. Цвета нормальные, яркость тоже более-менее, но на солнце экран все же блекнет, поэтому в яркий солнечный день придется либо прятаться в тень, либо прикрывать рукой. Производительность базовая. Внутри стоит MediaTek Helio G36, который в 2025 году уже дышит на ладан. Но для повседневных задач вроде соцсетей и просмотра видео его хватает. Игры — это не про него. Даже на минималках все будет с тормозами. Конфиг памяти тут на 428 гигабайт. Для бюджетника неплохо, плюс можно поставить microSD. А ОЗУ, конечно, маловато для мультизадачности и работы сразу нескольких приложений. Основная камера. 8 мегапикселей. Снимки днем еще как-то можно вытянуть, но вечером при плохом освещении начнутся шумы и мыло. Фронталка на 5 мегапикселей. Без претензий на крутые селфи. Видео пишет Full HD 30 FPS, но стабилизации нет, так что тряска обеспечена. Автономность. Хороший момент. Батарея на 5000 мАч дает день-полтора работы без проблем. Но вот заряжается она медленно, так как в комплекте идет блок питания на 10 Вт. Это где-то 3 часа с 0 до 100%. Из приятного. Есть мини-джек для наушников и полноценный слот на 2 сим-карты, плюс на карту памяти. А вот динамик тут один, и он не блещет качеством звука. 7-е место занимает Samsung Galaxy A05. Дисплей тут на 6,7 дюйма, IPS-матрица с HD+ разрешением. Экран большой, но детализация средняя. Мелкий текст не всегда четкий. Зато яркость и цветопередача на уровне, да и частота обновления 90 Гц делает прокрутку плавнее. По производительности, в отличие от совсем слабых бюджетников, здесь стоит MediaTek Helio G85. Не ракета, но все мощнее, чем, например, Helio G36 в прошлом Redmi A3. В соцсетях, браузере и мессенджерах все работает без лагов. Простенькие игры тоже тянет нормально. Но если запустить что-то требовательное, вроде PUBG, Call of Duty, Genshin или Diablo, то начинать можно сразу с минималок, если до гейминга вообще дело дойдет. Память на 4,64 гигабайта. Не рекорд, но для базовых нужд подойдет. Есть слот под microSD, так что фото, видео и приложения можно переносить на карту, если 64 гигабайта накопителя быстро закончатся. Камера здесь с явным упором на основную с сенсором на 50 мегапикселей. В условиях хорошего освещения можно получить вполне годные снимки. Для бюджетного сегмента достойно. Фронталка на 8 мегапикселей, и это уже лучше, чем 5 мегапикселей у некоторых конкурентов. Видео пишет Full HD 60 FPS, но без стабилизации, так что снимать лучше без резких движений. Автономность радует. 5000 мАч хватит на день активного пользования или пару дней без игр. Зарядки в комплекте нет совсем никакой, даже медленной. Но если докупить блок на 25 Вт, смартфон зарядится примерно за 1,5 часа. Из фишек — привычный мини-джек для наушников, поддержка 2 сим-карт плюс microSD. NFC нет, динамик один, звучит средне, но для звонков и видео его хватает.
Шестое место занимает Honor X5 Plus. Экран тут на 6,5 дюйма, что делает его одним из самых компактных в рейтинге. HD плюс разрешение на такой диагонали смотрится немного лучше, чем у конкурентов с 6 и 7 дюймами. Картинка менее зернистая. Хотя на деле все это мелочи, которые видны только при прямом сравнении. IPS-матрица с 90 Гц, но плавности особо не ждите. Процессор не тянет стабильно 90 кадров при прокрутке какой-нибудь загруженной страницы браузера или ленты соцсетей. Производительностью Honor X5 Plus обеспечивает уже знакомый процессор Helio G36, которому тяжело не только с играми, но и с многозадачностью. Соцсети, браузер, мессенджеры работают нормально, но если открыть что-то тяжелее, то подвисания неизбежны. Оперативки 4 гигабайта, памяти тоже 64, но есть слот под microSD, так что можно расширить. Камеры без сюрпризов. 50 мегапикселей основной модуль делает нормальные снимки днем, но в темноте картинка шумит. Фронталка 5 мегапикселей, на уровне для звонков и сторис. Видео снимают Full HD 30 FPS без стабилизации. Автономность. Один из главных плюсов. Батарея 5200 мАч держится до 2 дней без подзарядки. Но вот заряжается долго. В комплекте адаптер всего на 10 Вт, так что на полную зарядку уходит около 3 часов. Ну, тут спасибо, что не пожадничали хотя бы на такой блок питания. Из дополнительных фишек: NFC для бесконтактной оплаты, поддержка 2 сим-карт плюс microSD. Динамик 1 достаточно громкий, чтобы смотреть видео и не пропускать звонки. На пятое место поставил Poco C65. На фоне прошлых участников этот смартфон ничего особо нового не предложит, но в рейтинг все-таки попал за счет того, что в бюджете до 10 тысяч рублей доступна версия на 6/128 гигабайт памяти. На дистанции нескольких лет 6 гигабайт АЗУ все же лучше, чем 4, а с накопителем на 128 гигабайт не придется морочиться с установкой SD-карты, чтобы влезли все фотки и файлы. По другим параметрам вот что Poco C65 из себя представляет. Экран на 6,7 дюйма, все с тем же разрешением 1600 на 720 пикселей, плюс IPS-матрица с повышенной частотой обновления 90 Гц. Тут 90 Гц ощущается поприятнее просто за счет того, что процессору с 6 гигабайтами оперативки легче подгрузить страницы и показывать плавность. Чип не новый. MediaTek Helio G85. Уже 5-й год на рынке и 2-й по счету в нашем рейтинге. Опять же, за счет тех дополнительных 2 гигов АЗУ относительно прошлых участников, Poco C65 как-то побыстрее грузит рабочий стол, систему и все интерфейсы. Игры, конечно, тянет абы как в 30-40 FPS на минималках. Но если сильно приспичит, например, ребенку поиграть, то есть хотя бы какой-то запас мощности. По камерам не один раз слышал, что Poco C65 считают одним из лучших в своем сегменте. Но если смотреть реально, то каких-то серьезных отличий, например, от того же Samsung Galaxy A05, тут никаких нет и быть не может. Снимки просто получаются четкими, с правильным балансом и цветопередачей, но только при хорошем освещении и ясной погоде. Также нет апгрейда по автономности. Питается смарт от батареи на 5000 мАч. Заряжается от 10-ваттного блока. Время работы в смешанном режиме до 2 дней, а зарядка, как и везде, примерно за 3 часа. На 4-м месте смартфон поинтереснее. Infinix Hot 50i. Дисплей тут 6,7 дюйма с разрешением HD+, но за счет 120 Гц интерфейс ощущается плавнее, чем у многих конкурентов, хотя, конечно, в играх чудес ждать не стоит. Высокая герцовка заметна только в меню и браузере. Производительность базовая. Helio G81 не игровой, но с повседневными задачами справляется. Браузер, соцсети и мессенджеры работают нормально, но если открыть что-то тяжелое, виснуть будет ощутимо. Тем более, что тут оперативной памяти 4 гигабайта, но зато постоянный 128 и есть слот под microSD, которым, скорее всего, даже не придется пользоваться. Камеры. Приятный бонус. Основной модуль 48 мегапикселей с сенсором от Sony делает хорошие снимки днем с нормальной детализацией и цветопередачей, но ночью без стабилизации кадры выходят смазанными. Фронталка 8 мегапикселей. Стандарт для этого сегмента подойдет для видеозвонков и сторис. Видео пишет Full HD 30 FPS, но, как всегда, без стабилизации.
Автономность. Батарея 5000 мАч дает 1,5-2 дня работы при умеренном использовании. Наконец-то хотя бы немного радует скорость зарядки. В комплекте адаптер на 18 Вт, так что восстановить батарею с 0 до 100% займет около 2 часов. Из других приятностей – модуль NFC, поддержка 2 сим-карт и microSD, и даже стереодинамики. Кстати, их громкость можно повысить до 300%, так что фильмы и музыка звучат громко, но без глубины и с меньшими деталями. Так что Infinix Hot 50i цепляет плавным экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой NFC и стереодинамиками. Тройку лидеров открывает Realme C61. Этот товарищ выделяется аккуратным, не выпирающим блоком камер. Похоже, как у Samsung Galaxy Note5, только современнее. Конечно, такая компоновка объективов чем-то напоминает iPhone, но кому-то это даже на руку. Но в целом камеры не выглядят многообещающе и абсолютно оправданно. Тут все такие же сенсоры для базовых фото и при хорошем освещении. Процессор немного другой. Unisoc Tiger T612. Вносит разнообразие после череды сплошных медиатеков Helio. Но по производительности мало чем от них отличается, поэтому никаких преимуществ он не дает. Только 6 гигабайт оперативки еще могут добавить скорости и плавности при работе смартфона. А так, не игровой это аппарат, чисто рабочий для рутины. Точно такой же и экран. Фронталку бы немного по-другому оформить, а то эта капля все никак не уйдет в прошлое. Но базово это все та же IPS-матрица с HD плюс разрешением и частотой обновления 90 Гц. Пониженная плотность пикселей, базовый запас яркости для пользования смартфоном вне помещения, неплохие углы обзора, приятные глазу цвета и плавные анимации. По автономности имеем 1-2 дня работы без зарядки. Процессор не требовательный, много энергии не забирает. Экран тоже простецкий, поэтому аккума на 5000 мАч хватает на 20 часов только просмотра видео, 22 часа чтения и 6-7 часов какого-то гейминга. Заряжается с 0 до 100% за 2,5 часа от комплектного блока питания на 15 Вт. На второе место поставил Realme C55. Вот он будет интересен тем, кому и экран нужен получше, памяти побольше и зарядку побыстрее. У него на 6,7-дюймовый IPS-дисплей растянуто Full HD Plus разрешение, что делает картинку более четкой и детализированной, особенно в сравнении с HD Plus экранами конкурентов. Плюс частота обновления в 90 Гц добавляет плавности. Производительность держится на Helio G88. Это не игровой чип, но с повседневными задачами справляется. В играх выдает играбельные 40 FPS на минимальных и средних настройках. Но что-нибудь тяжелое типа Геншина или Diablo лучше не запускать. А вот для соцсетей, браузера и видео подходит отлично. И еще хороший плюс. 8 гигабайт ОЗУ. Они помогают смартфону быстрее открывать приложения и удерживать их в памяти. И 256 гигабайт хранилища. Огромный запас места для тех, кто фоткает все подряд и много качает приложений с файлами. Камеры обычные для этого сегмента. Основной модуль на 64 мегапикселя выдает четкие и детализированные снимки при хорошем освещении. Вечером качество падает, появляются шумы. Видео пишется Full HD 30 FPS без стабилизации. Автономность средняя. 5000 мАч хватает на день-полтора активного использования, но из-за Full HD экрана и не самого энергоэффективного чипа к вечеру заряд может подойти к концу. Зато зарядка на 33 Вт восполняет батарею около 1 часа 20 минут. Вот это прям must-have после 10-ваттных адаптеров. Из других плюшек имеется NFC, слот под 2 сим-карты и microSD. Стереодинамиков нет, но громкость можно выкрутить до 200%. Пригодится для видео и музыки в шумных местах. Лидером рейтинга стал Oppo A78. Изумруд в мире ультрабюджетных смартфонов. Oppo A78 не самый молодой в подборке, но некоторые характеристики у него уникальны для этого сегмента. Скажу сразу, камер это не касается, их тут даже обсуждать не будем, так как в этом плане совсем никаких успехов. Тут в первую очередь радует эргономика. Смартфон самый компактный и легкий в рейтинге. С ним в комплекте нет чехла, но и без него в руке Oppo A78 лежит уверенно, не выскальзывая. Ну а дизайн задней крышки с таким узором остается на мнение каждого. Главное – экран. Тут дисплей диагональю 6,4 дюйма с Full HD Plus разрешением. Идеальная комбо с повышенной детализацией и уменьшенными размерами относительно остальных смартфонов с экранами на 6,7-6,9 дюйма. Добивает все это AMOLED-матрица с частотой обновления 90 Гц, высоким запасом яркости, насыщенными цветами и глубоким черным. Из всех участников рейтинга у Oppo самый лучший экран. Это же касается и зарядки. Батарея хоть и базовая, на 5000 мАч,
мАч. Держит свой день-полтора. В комплекте вообще идет адаптер «Зверь» на 67 Вт. Смартфоны с ценой в 2, а то и 3 раза выше, и то не всегда таким комплектуются. Тут же мы получаем скорость зарядки с 0 до 100% меньше, чем за 1 час. Вообще оба заявили о 44 минутах, но на реальных тестах владельцев скорость зарядки скорее составила 55 минут и около того. Ну и никакого серьезного апгрейда не наблюдается в области производительности. Тут стоит Snapdragon 680, который тянет нетребовательные 3D-игры на минималках и немного греется. Но если гейминг вас вообще не интересует, то с повседневными задачами просто справляется прекрасно. Тем более, что до 10 тысяч рублей можно купить версию на 8 256 гигабайт памяти. Также бонусом идет NFC-модуль и стереодинамики. Кстати, у динамиков даже два режима есть. Один с акцентом на увеличение громкости, второй на улучшение именно качества. На деле выходит классный смартфон с крутым экраном, быстрой зарядкой, хорошей автономностью и обычной производительностью. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.